Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами тема — это прогноз на январь 2026 года для тельцов, восходящих, лунных, солнечных тельцов. Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте, пожалуйста, свой гороскоп по ссылке, которая у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и узнайте свой восходящий знак. В первую очередь для восходящего знака лучше всего смотреть прогнозы на моем канале. И для знака Луны дополнительно тоже можно. Но если вы не знаете точное время своего рождения, для каждого знака зодиака пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках, и по дате рождения тоже можно смотреть прогноз, и тоже он в принципе будет работать, но основной это все равно восходящий знак либо знак Луны. Если вы не понимаете, не разбираетесь, как там что-то построить, даже по ссылке у вас не получается, напишите, пожалуйста, в комментариях свою дату, время, место рождения, я для вас рассчитаю и скажу, для какого знака зодиака вам смотреть прогнозы у меня и у других именно ведических астрологов. Ссылка на построение гороскопа в ведическом стиле будет также в описании, в комментариях к этому видео. В описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на составление личного гороскопа, либо на обучение ведической астрологии. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает тельцов в январе 2026 года. Первое январское событие — это полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Второй дом — это дом денег, ресурсов, питания, речи, родительской семьи, зубов, зрения. И полнолуние — это процесс такой завершающий. Полнолуние во втором доме гороскопа может означать окончание какого-то расчета. Например, заканчиваете вы оплачивать какую-то рассрочку, выплаты по кредитам. Также полнолуние во втором доме гороскопа может означать исчезновение какого-то источника дохода, то есть закончились вам какие-то выплаты. Либо, например, как вариант, это может быть даже смена работы, увольнение. Тоже такие бывают результаты по полнолунию во втором доме гороскопа, потому что мы как будто бы меняем какой-то источник дохода. В родительской семье могут происходить перемены. Если вы были на момент полнолуния с родителями, то, возможно, разлука с родителями. И внимание к здоровью зубов, зрения тоже может быть в это время к уровню ресурсов, которыми вы обладаете. Следующий важный момент. В январе мы с вами входим со скоплением планет в знаке зодиака Стрелец. И для вас это 8-й дом гороскопа. Дом кризисов, дом стрессов, дом рисков, дом чужих ресурсов. И вторая половина января — это начало выхода из этого дома, 8-го дома гороскопа, из дома кризисов, стрессов в дом удачи. Планеты будут постепенно перемещаться. Сейчас буду рассказывать, как это будет происходить и что это будет означать. Значит, с 13 января по 5 февраля очень хороший для вас транзит. Хозяйка всего вашего гороскопа, Венера, заходит в ваш 9-й дом гороскопа. Сама по себе планета, отвечающая за ваше здоровье, за общее самочувствие, благополучие, выходит из дома кризисов и стрессов, из дома тайн, из дома мистики, эзотерики, из дома вот такого немножко даже уединения в дом удачи она заходит. То есть вы, конечно, должны почувствовать облегчение. Если вы были в каком-то стрессе в конце декабря, в начале января, то этот стресс для вас заканчивается. Если вы чувствовали какое-то недомогание, то это период для выздоровления, для улучшения вашего самочувствия, повышения оптимизма, повышения веры во что-то, в чудо и так далее, и так далее. Венера заходит в ваш 9-й дом гороскопа, и эта комбинация напрямую на то, что во время транзита Венеры вам в чем-то может повезти. Какая-то удача по транзиту Венеры по 9-му дому гороскопа. Если были какие-то отношения напряженные с отцом, учителем, руководителем, это транзит на то, чтобы эти отношения налаживать и в целом обращаться к вышестоящим, к отцу, учителю, руководителю, либо в какие-то инстанции за разрешением спорных вопросов. Точно так же у кого-то может быть за ипотекой в банк.
у тельцов такое по Венере. И Венера может давать интерес к другим культурам, к другим религиям, может быть даже планирование путешествий каких-то зарубежных, интерес к учебе тоже, к получению каких-то фундаментальных знаний. Может появиться даже желание, допустим, посещать какие-то духовные мероприятия, какие-то масштабные мероприятия, все в таком роде. С 14 января по 13 февраля в вашем девятом доме гороскопа окажется солнышко. И солнышко тоже проясняет какие-то вопросы, связанные с образованием, вопросы, связанные с отцом, с учителем, с руководителем. Солнце создает еще комбинацию на то, чтобы по вопросам проживания, по вопросам недвижимости, по вопросам мамы обращаться в вышестоящие инстанции, то есть, например, там обратиться за перепланировкой, за тем, чтобы вам там что-то пересчитали, посчитали, напрямую, чтобы, возможно, какую-то туристическую путевку оформили, и все в таком роде, связанное с поездками тоже, с путешествиями, с переездами. Возможно, у некоторых из тельцов будет и зарубежное путешествие в этот период времени. С 16 января по 23 февраля в девятый дом гороскопа заходит Марс. Марс у нас создает тоже такую комбинацию на то, чтобы вот между городами либо между странами отправиться в какую-то поездку. По Марсу это может быть даже в горы куда-то поездка. И на то, чтобы совместно с партнерами обращаться к нотариусам, адвокатам, вышестоящей организации, либо совместно с партнером учиться, либо вместе с командой какой-то к нотариусам, к адвокатам, либо вместе с командой какой-то учиться, либо ваши партнеры могут обращаться в вышестоящие какие-то инстанции за получением, допустим, разрешения или еще чего-то, потому что у нас вообще еще эта ось. Третий, девятый дом гороскопа будет активен. Девятый дом — это вышестоящие инстанции, а третий дом — это знакомства, документы, командировки, поездки. Поэтому эти транзиты могут увеличивать и в целом количество активности в вашей жизни, переговоров, встреч, договоренностей, коммуникаций, может быть, переписок и все в таком роде. Но немаловажно, что Марс — это планета все-таки конфликтов, поэтому наравне с Венерой. Венера, с одной стороны, дает такую какую-то, может быть, даже влюбленность, флирт по девятому дому гороскопа, либо желание наладить отношения, а Марс может выносить все равно элемент какой-то конфликтности с отцом, учителем, руководителем и в вышестоящих инстанциях, то есть тоже что-то, может быть, отстаивать свое какое-то право, либо отстаивать свои какие-то документы, может быть, даже документы на недвижимость именно в госорганах. Такие вопросы решаться могут, по которым вам нужно будет что-то доказать, что-то вот отстоять. И еще есть вероятность того, что на работе, если вы работаете, у вас может происходить смена руководства. Если вы учитесь, то может быть происходить смена какого-то обучающего состава, преподавательского состава. Либо если вы работаете в институте, например, тоже может быть происходить смена какого-то преподавательского состава. Если вы ходите к репетитору, то может быть смена репетитора. Все в таком роде. С 17 января по 3 февраля туда же переместится Меркурий. Меркурий напрямую создает комбинацию на то, чтобы вкладывать деньги в тему девятого дома гороскопа. То есть на обучение, на образование, на то, чтобы оформлять что-то в вышестоящих инстанциях. И Меркурий еще напрямую у нас создает такую тенденцию на то, чтобы много переговариваться с отцом, учителем, руководителем, с вышестоящими инстанциями. То есть, может быть, переписки какие-то, звонки активные, может быть, какие-то договоренности обсуждаются, будущее какое-то по работе, либо по учебе. Еще Меркурий хорошо для того, чтобы были успехи в этот период у ваших детей, может быть, какое-то новое обучение, либо какое-то дополнительное обучение у вас самих, какие-то дополнительные проекты к тем проектам, которые у вас имеются, если у вас есть какие-то проекты. И в некоторых случаях вопросы назначения пособий, выплат, связанных с обучением, может быть, вопросы стипендий, вопросы пособий, выплат, связанных с детьми, с
национальностью, с иностранной валютой. Может быть, вот вопросы тоже такой обмена какого-то иностранной валюты тоже будут активны. Ну и в целом, может быть, интерес к темам девятого дома гороскопа. То есть, опять же, узнавать что-то, какие-то организовывать путешествия, планировать зарубежное путешествие, искать институт, в который вы хотите поступить, искать курсы, искать репетитора, искать какой-то, может быть, для религиозного праздника какой-то организации, то есть церковь подбирать, храм подбирать, наставника, духовника искать, и все в таком роде. Ну и опять же Меркурий на оси 3-9 дома гороскопа, поэтому может быть опять же тоже подтверждается вот эта тенденция, большое количество разговоров, появляется коммуникации, звонков, встреч, переписок, и ручного труда тоже может быть по Меркурию здесь увеличенное количество. Ну и 18 января в этом же девятом доме гороскопа будет новолуние. Новолуние — это период чего-то нового, начала в девятом доме гороскопа, то есть начало организации зарубежного путешествия, начало поступления в институт. Девятый дом еще и дом детей, поэтому в некоторых случаях это зачатие ребенка, может быть начало какого-то процесса в государственных органах, новый этап в жизни отца, опять же, новое руководство, новый учитель, новый какой-то наставник, духовник, астролог тоже, к которому вы обращаетесь. Девятый дом — это ученые люди, юристы, адвокаты и так далее. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на январь 2026 года для тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Очень прошу не забывать ставить лайки. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.